Всем привет! Вы на канале Кухня Эвелин. И сегодня мы приготовим самый быстрый, вкусный и очень полезный завтрак – ленивые вареники с творогом. Конечно же, чтобы приготовить идеальные, нежные творожные вареники, нужно знать несколько простых секретов. Я расскажу мой проверенный рецепт, которым я пользуюсь больше 15 лет. По этому рецепту вареники получаются невероятно нежными, сливочными и просто тающими во рту. Расскажу, как их сделать не забитыми мукой, как правильно сварить и придать им изюминку. Еще я их замораживаю большими партиями. Сохраняйте проверенный и лучший рецепт ленивых вареников. Остановите меня. Итак, начнем приготовление. Нам понадобится килограмм творога. Творог должен быть ближе к сухому. Если у вас он слишком влажный, тогда его нужно отжать через марлю. Так что влажный творог отжимаем вот таким вот способом от лишней сыворотки, иначе вареники получатся очень жесткие за счет большого количества муки. У меня творог по влажности ближе к сухому, крупнозернистый, я его отжимать не буду. Дальше вилкой хорошенько вот так вот перетереть творог. Если любите, чтобы попадались крупинки творога, тогда перетирайте вилкой. Если любите более однородную структуру вареников, тогда перетирайте все через сито. Но лучше не измельчайте блендером, иначе может выступить дополнительная влага. Из этого количества творога получится примерно 3 завтрака на троих. Часть я сварю сразу, а часть заморожу. Вот такая вот должна быть структура. Мы поразбивали все плотные комки, и получился вот такой вот рыхлый творог. И добавляем 3 яйца. Но можете добавлять только желтки. Добавляем 3 столовых ложки сахара. Это уже по вкусу. Но 3 столовых ложки это оптимальная сладость. 1/3 чайной ложки соли. И пакетик ванильного сахара. А дальше добавим ингредиент, который сделает ленивые вареники прям с особым вкусом. Это лимонная цедра. Поверьте, этот вкус вы запомните надолго. Натираем цедру одного лимона, у меня такой небольшой. Нам нужна только желтая часть, без белого. Теперь яйца вмешиваем в творог. Хорошенько соединяем. Можно так немножечко снова вилочкой перетирать, чтобы хорошо распределить яйца. Добавляем муку 10 столовых ложек. Это 200 грамм. Ложки такие с горочкой. Я ее просеяла, но это не обязательно. 3. По желанию половину муки можете заменить на 4 столовых ложки манки. С манкой получается также вкусно, но в основном я ее добавляю, когда творог не хочу отжимать, а он слишком влажный. Манка очень хорошо впитывает в себя лишнюю влагу. Соединяем творожную массу с мукой и замешиваем тесто. Должна получиться упругая масса, не сильно плотная, но хорошо держать форму. Сейчас покажу примерно, какое должно получиться. Смотрите, вроде бы однородного теста особо не получается, но если мы возьмем вот так вот в ручку, вот, оно отлично держит форму и можно с ним работать. Тесто практически не липнет к рукам, но если вы чувствуете, что все равно тесту еще не хватает скрепления, тогда у вас слишком влажный творог, который вы не отжали. Можно, конечно, еще добавить столовую ложку муки, либо манки и оставить на 10 минут, чтобы манка набухла. Но по вкусу они уже не будут такие нежно-творожные. Кстати, вода уже к этому времени должна почти кипеть. Ставим воду и добавляем туда соли. Примерно на 1,5 литра воды добавляю чайную ложку соли. Можно даже 1,5. Еще на подпыл нам понадобится 2 столовых ложки муки. Припыляем стол мукой. Делим тесто на несколько частей, чтобы удобнее было раскатывать колбаску. Я на 4 части поделила. И первую часть раскатываем в такой вот плотный жгутик. Если много муки, чуть убирайте, чтобы тоже оно не забивалось. Лишней муки этому тесту не нужно. И раскатываем плотную колбаску. Колбаску разделяю на 2 части, так удобнее будет раскатать в тоненькую. И ножом нарезаем либо прямо, либо можно немножечко навскосы. Вот такие вот получаются варенички. Дальше можно оставить в таком состоянии, а можно скатать шарик и вилочкой придать форму. Вот таким вот образом. Получится вот такая вот пуговка. Для второго варианта можно вот эти вот срезы скатать вот такие вот бочонки.
в муке. Таким образом мы эти срезы скатываем, и больше шансов, что они не развалятся при варке. Получается вот такой вот бочоночек без среза. Следующую колбаску точно так же нарезаем с косым срезом. Еще можно приготовить ленивые вареники с начинкой, украинские гомбовцы. Если вы еще не готовили, обязательно посмотрите видео. Их можно приготовить как с этого теста, так и с теста на манке. Переходите по ссылке в углу этого видео, либо в описании под видео. Дальше немаловажно правильно их сварить. В кипящую подсоленную воду опускаем все вареники. Варим до момента закипания и после закипания не более 2 минут. Если вы будете варить дольше, они просто развалятся. И тут уже не важно, какое вы крепкое, хорошее тесто бы не замесили, все равно 5 минут для таких вареников это очень много. Все, прошло 2 минутки и достаем варенички. Смотрите, несмотря на то, что есть крупные такие куски, которые я вилочкой не достала, все равно очень хорошо держат формы все варенички. Абсолютно. Посмотрите, какая красота. Вот бочоночек этот. Красивенький, смотрите какой. Еще немаловажно правильно их подавать. Растапливаем кусочек сливочного масла. У меня здесь примерно 30 грамм. Я в микроволновке импульсами. И заливаем растопленным сливочным маслом. Всегда очень хорошо гармонирует именно в растопленном сливочном масле. Добавляем любимые ягоды. У меня это голубика. Еще можно подавать с любимым топпингом и со сметанкой. Нежные, сливочные, с легким лимонным оттенком, еще горяченькими, дети просто обожают. Ну что, пора вместе попробовать этот вкуснейший и полезнейший завтрак из творога. Ленивые варенички готовы в растопленном сливочном масле с каким-то ягодным топпингом. Обалденный завтрак. Я не убираюсь, потому что эту порцию я сварила, все остальное, это все я на заморозку. Тут еще таких разносов выйдет минимум 3, может даже 3,5. Этот рецепт отлично замораживается. Это самый важный такой момент для меня, потому что я всегда стараюсь сэкономить свое время и силы. Сразу побольше творога купила, все это замесила, порцию сварила, остальное все с морозилки можно доставать, спокойно, быстренько сварить утром. Нужна только кипяченая вода. Поэтому я муку не убираю, все сейчас буду дальше продолжать формировать на заморозку. Но хочу с вами попробовать. Это наше любимое блюдо семьи. Я его готовлю, наверное, уже лет 10, может больше. Просто настолько это любимый рецепт. Это стопроцентный рецепт, чтобы они у вас отлично держали форму, проварились и были вкусными, не забитыми мукой. Так, пробуем. Это волшебная еда. Это просто, я не знаю, сколько нужно возиться с обычными варениками с творогом, и как просто и быстро можно приготовить вот такие вот варенички. Ну, очень, очень вкусно. Я не могу остановиться, остановите меня. Варенички остаются стабильными, плотненькими, но в то же время они просто тают во рту. За одним хочется другой, третий, пятый, десятый, и так вся тарелочка мгновенно просто улетает. Нежный сливочный вкус, нежный творог, но присутствуют крупинки. Не любите крупинки, протирайте вилочкой прям очень тщательно. Текстура такая почти кремообразная, но не перестарайтесь, чтобы не начала сильно быть жидкая масса. Сколько не смотрела вот в кафе, всегда подают в растопленном сливочном масле. Рецепт элементарно простой. Даже в кафе и в ресторанах нет никаких замудренных добавок. Все точно так же. Творог, мука, сахар, яйца. Только нужны правильные пропорции для получения вот той самой идеальной структуры. Ну и самый важный момент – это цедра. Если вы любите вот этот оттенок нежный, вот лимонный, попробуйте добавить. Я однажды вот такое вот дополнение попробовала и теперь всегда готовлю вот этот лимонный оттенок, ну,
прекрасно дополняет ленивые варенички. Всем советую. Обязательно пишите комментарии, понравился ли вам рецепт, а если понравилось и приготовите, жду ваших фото в Telegram. Ссылочка на Telegram будет под видео в описании. Обязательно отправляйте ваши фотоотзывы. Мне безумно приятно это все видеть, и я очень горжусь, когда вы мне высылаете ваши фотографии. Это для меня прям, супер отдушина. Всем спасибо, кстати, за ваши фотоотзывы. Жду вас в своем Telegram. Все, всем огромное спасибо и до новых встреч. Пока!